Мы в Помпеи. Всех приветствую. Доехали мы до Помпей. До Эркалана вообще ехали с приключениями. Но здесь уже попроще. Непонятная совершенно у них история с метро в Италии. Вот, ну, кое-как мы добрались. Помпеи очень большие. Мы ограничены во времени, поэтому выбрали несколько точек, самых интересных, которые хотим посетить. Так, и надо оторваться от этой толпы. Билеты мы заранее не покупали. Да, здесь налево. How did the merchants do? Заранее не покупали, потому что хорошо не купили. Планы поменялись буквально в последний момент. И потом есть уже опыт, когда у нас пропали билеты колизейные. Of course, I would have known straight away, wouldn't they? Все замощено было. Никакой грязи. Ага, плиточка. Смотрите, колея. Повозки ездили. Колее 2000 лет. Обалдеть. Бордюры прям такие высокие. Тут, когда дожди, говорят, еще выливали тут все отходы жизнедеятельности сюда, поэтому по бордюрам люди ходили. Ну, не знаю. Я тогда не представляю, как здесь воняло, как они тогда жили. Так, идем в Термополий. Термополий — это как раз кафешки, таверны назывались. While archaeologists analyze living objects by using a counter that inside has big terracotta pots. Ой, народу, конечно, много. Вот они, Термополий. Он здесь не один. 같이 찍자. Там горшки терракотовые. 하다 시간 없어. 내가 탁 들어가면 좀 찍어도 주고 그래야지. 내가 찍어야 할 마음이 생겨. Что-то тут хранилось, или вино, или масло.
Один разбитый. Терракота. А, керамзит. Не, это керамзит. Это не пемза вулканическая, это керамзит. Ну, скорее всего, здесь торговали, наверху жили. Вот, как я говорила, в Помпеях крыши все под тяжестью веса пепла и камня рухнули. Он просто огромный, мне кажется, его за 3 дня не обойдешь. Это дом фауна? А, фауна, да? Что-то мне казалось, он с другой стороны. Прохода нет, туда закрыто. Just using the styles of the paintings, we can also give an age to the building. So when you see this, it's an old building, 2nd century BC. Something like this on the garden in Blue Market, more detailed, we know it was painted 2 years negative production, so they improved it. The square, then the perspective, movement, and so on. And for us, it's important. It helps understand when the building was painted. Very important. I mean, now after we see this house, we'll see much more. About the option. Poi finito, cioè. Здесь, наверное, в тени, в зелени хозяева отдыхали. Большой очень дом. Просто огромный.
About 2 million species. Какая-то баталия, сцена битвы. Здесь мозаика еще меньше. Вообще прям крошечная, мне кажется, по полсантиметра. Получается, на этой мозаике запечатлена битва Александра с Дарием Третьим. Again, you can see the base of the pillars pointing out with my right. Смотрите, это специальные ступеньки-перебегушки. Как вам перебежалось? Типа фильм, когда дожди были, но текло туда, а это вот перебегать мостики были. Ну вот, а кто-то еще говорит, что это якобы, что отходы своей жизнедеятельности сюда вливали, и чтобы не наступать, получается, вот делали эти ступеньки. Но мне что-то, я не представляю, как здесь должно вонять тогда было. Мне кажется, нет, что-то не так. Мне кажется, все-таки это дожди. Ух ты, колея какая. Дождь, отводная система, а он кранчик. Какой кранчик? Ага, да. Дом, где Ариана. Ну, такие небольшие в основном комнатушки. Но Помпея считается городом рабочим. В основном. Здесь внизу, скорее всего, да, были всякие торговые лавки. Торговым городом был. Виллы, конечно, здесь тоже богатые знати были. Но не так много. Интересно, это сейчас уже закрепляли? А в наше время имеется в виду краник. Ну, краник же, наверное, не с тех времен. Как ты думаешь? Тут краник вообще, по идее, расплавиться, мне кажется, должен от температуры. Он действующий, нет, современный краник. Киевская водичка. Нашли еще дом Кассия Антика какого-то, но он закрыт. Посмотрите, как красиво. Фресок много сохранилось, колонны. Бассейн только получается через решетку. Посмотреть больше ничего не видно. Целая улочка здесь перекрыта. Ну, закрыто много, конечно, для просмотра. А, нет. Получается, везде здесь были фонтанчики. Били. Так, нашли еще один термополий. Закрытый уже, правда, не зайдешь. Больше, чем тот. Это встроенные кувшины. Туда наливали горячую воду. Внизу был огонь. Вода была горячая. И сюда ставили просто блюдо с едой, чтобы постоянно было теплым. Здесь в основной массе получаются домики вот с одной комнатой. Основная одна комната и все. Ну, там немножко есть какие-то проходы небольшие. Таверна Хедонис. Ну, это укрепляли уже, естественно, современными балками. Ой, как там красиво. И фрески,
И мозаика на полах. Ну и, как всегда, все интересно и закрыто. Здесь по бокам тоже фрески. Не знаю, солнце отсвечивает, наверное, не видно. Это дом Дель Орсо Феррито. Тоже, кстати, в крыше дырочка. И крыша как раз-таки вогнута внутрь дома, чтобы стекала вода. Видимо, проблема с питьевой водой была, что ли, что собирали так дожди. Вот так, мозаика шикарная просто. А это лупанарий. Мы, правда, зашли немножко не с той стороны, но обходить уже не будем. Ну, получается, здесь сохранился второй этаж. Лупанарий — это бордель. Запускают сюда, ну, посмотрите, очередь большая, чтобы зайти вовнутрь. Вон там фривольные картинки внутри. Ну, мы не будем туда заходить. Ну, здесь явно готовили кушать, по-моему. А может, стирали. Там прям с камня какие-то чаны сделаны. Здесь огонь явно грел. Не написано, что это. Вот такая печь, в которой сейчас пекут пиццу. Называется как раз-таки помпейская печь. Так, ну это для чего-то. Сосуды были. Что-то в них хранили. Может, это жернова? Не жернова? Может, муку мололи? Ну-ка заглянем, что там. Большая печь была. Наверное, это пекарня какая-то. Да? Судя по всему. Ну, потому что хранить она не глубокая, я заглядывала. Палки, да? Накрутились. Точно, все-таки это жернова. Засыпали. Муку. А я думаю, ну что-то небольшое для хранения никак. Все-таки это жернова. Короче, мы не специалисты, но мы так заключили. Перекрыто. Я заметила и в Геркулануме, и здесь в Помпеях такими маленькими квадратиками выкладывали колонны, всякие опоры круглые. И смотрите, вот здесь сломано, и видно, что у них конус, не конусами, как кусочки, треугольничками, как кусочки пиццы. Представляете, какие кирпичики были полукруглые. Ой, ну вообще, мастера были на все руки. Фресок здесь не было, по-моему, просто штукатурка была. Хотя вот что-то сохранилось такое бежевое. Штукатурка бежевая.
строили из вулканического туфа. И не догадывались, что живут на действующем вулкане. Он, говорят, прочный и легкий в обработке. Дом Витиев. О-о. These are the living room in the opposite corner where we have Там даже статуи сохранились с той стороны. Трубы, смотрите. Не поняла только, что это. То ли с глины они сделаны. Так что у них уже здесь фонтанчики, наверное, били, водичка текла. И крыша дома тоже вовнутрь сделана. Значит, дождевая вода стекала сюда. Ух ты. Ну, по-моему, один из самых красивых домов Помпеи. Полы тоже мозаика такая своеобразная. Все полностью во фресках было. Такие чаши мраморные. Ой, зеленели, сейчас еще красиво тоже.
Видимо, медные. Там прям фонтаны. Then is the banquet room. Интересно, это была гостевая? Гостевая, да? Это было обеденное для семьи. А, обеденная для семьи. Что-то для воды, может быть, это термы у них были. Ну, какая-то крышка. Подогрев, может быть, чего-то был. Похоже на термы, но здесь какие-то колонны. Здесь черные фрески, не хухры-мухры. А здесь светлые. Здесь штукатурка. Она сохранилась больше, чем такого. Не видели такого красивого. Да. Этому дому, похоже, досталось меньше всего, потому что и верх стен сохранился, и фрески хорошо сохранились. Then Bacchus went by, see this beautiful woman sleeping in the middle of story between Bacchus and Mariana. So they are all at the door. You come to take this here, remember like a promise that is and what was divided in 3 parts. So look how beautiful it looks. A real marble, but it's fake. Почему-то мне кажется, что это спальня. Then you have in the middle paintings, the real paintings are showing parts of Окна нарисованы. and there were open windows through which you could see the interiors of some other buildings, so you can see the perspective. And this is Там наверху, наверное, богиня. and that they learned from the Greeks. The Greeks. You can see mosques. These are the mosques like this one that they use the tiny. Он такой большой дом. Это макет. Для слуг, для хозяев. Даже здесь входные двери. Смотрите, вот эта ступенька, скорее всего, это была кровать. Сверху матрасы ложили и спали. Комнатка очень маленькая, но при этом высокая. Мне кажется, здесь 4 метра, наверное, высота, если не больше. Так, а это, наверное, остатки сундука. Это, наверное, от сундука медная это осталось, да? Медная обшивка. Дерево, скорее всего, сгорело, а медная обшивка осталась. Интересно. Красивый, наверное, сундук был. Смотрите, и Везувий. Прям тут хорошо его видно. Кажется, достаточно далеко, а нет. Дом хирурга.
Но он почему-то закрыт. Здесь еще ведутся какие-то раскопки. Все находится под крышей, закрыто. Внутрь не пускают. Но что-то интересное. Полы уже видно. У нас еще было запланировано посещение виллы Мистерий и виллы Диомеда, но так как они находились на отдалении, мы просто физически не успели, потому что нужно было возвращаться. И у нас в этот день мы улетали домой. Всем пока-пока и удачи!